So this way, in a sutra, King of the Concentration says. Поэтому в сутре царь сосредоточения говорится. So Lama bring the quotation. Лама Цонкапа приводит цитату. Buddha, okay, through golden-like body, first say, due to golden-like body. Благодаря подобному золоту телу, pattern of sentient being, body became a very beautiful patron, protector. У защитника живых существ тело становится очень красивым. Those who, take this as object meditation, тех, кто принимает это в качестве объекта медитации, bodhisattva absorb in such concentration. Бодхисаттвы погружаются в такое сосредоточение. So means, taking bodhisattva, taking such object, golden, colorful, beautiful, colorful Buddha, and absorb, take as an object meditation, then they absorb in concentration. Это означает, что бодхисаттвы в качестве объекта медитации выбирают такое подобное золоту, золотистое, очень красивое тело Будды и погружаются в сосредоточение. Now here Lama Zopa says, in terms of visualizing Buddha in the front of you, there is two ways of visualizing Buddha in front of you. Далее, что касается визуализации, то Лама Цонкапа говорит, что есть два способа визуализации Будды перед собой. Yes, so now there's so many instructions on meditation, but very few are authentic. You should be careful, В наши дни по медитации существует множество разных наставлений, но лишь очень малое количество из них являются подлинными. Вам нужно быть осторожным. Yes, so Lama Tsongkhapa, when he explained the object meditation based on the root text, quotation of root text, then explain, not just like his own mind thought come and then saying like that. So nowadays so many people like that, something come in their mind, then tell it, and what the people interest in it. That's the corruptions of Buddhism. Когда Лама Цонкапа давал объяснения, то он всегда опирался на коренные тексты и, так, исходя из них, приводя цитаты из коренных текстов, давал объяснения и, в частности, объектов медитации. А в наши дни многие люди поступают так, что рассказывают обо всем, что приходит им на ум, и то, что нравится другим людям, и это так происходит деградация учения. Это деградация учения, да? Поэтому, каждый год, 10 лет назад, объект медитации чуть-чуть другой. Сейчас они дают учение чуть-чуть другое, потому что люди интерес чуть-чуть меняться, понятно, да? Поэтому это как мода, учение мода, да, одежда мода, да, чуть-чуть. Как вы интересно такое учение дают, это полезно не буду, понятно, да? Ваш ум очень странный, понятно, да? Сегодня это нравится, завтра, поэтому если я даю учение согласно, как вам интересно, мое учение все будет не полезно учение. Потому что вы сам себе не знаете, что вы хотите. So that's very important to root back on the root text. That's very important. Поэтому очень важно опираться на коренные тексты. If you are not interested, doesn't matter. Each teaching should be useful to you. Если вам это не интересно, это не имеет значения. Учение должно быть полезным для вас. Yes, да. Medicine should not be interesting to you. Medicine should be useful to you. Что касается лекарств, то лекарства не должны быть вам интересны, они должны быть полезными для вас. Okay. So, first one is cultivating the image of Buddha in the front of you. This is the first one. Newly cultivating image of Buddha in front of you. Первое – это новое порождение образа Будды перед собой. This is the first one. Это первое. Second one. Второе. Second one is a feeling that there is already Buddha in the front of you. Второе – это такое чувство, что перед вами уже есть Будда. But you don't see it. Но вы не видите его. Buddha, wherever there is a faith, in that place Buddha spontaneously arises. Везде, где есть вера, в этом месте Будда появляется спонтанно. Shantideva says. Как говорил Шантидева. Buddha manifesting Buddha is like a sunlight go
direction go to all 10 directions. Что касается проявления Будды, то это подобно тому, как солнечный свет распространяется во все 10 сторон света. Wherever there is a rain of faith, then rainbow of the manifestation of Buddha arises. Но везде, где есть дождь веры, появляется проявление, подобное радуге, проявление Будды. In the same way, и точно так же, although Buddha is omnipresent, there is no place which Buddha don't cognize. There is no phenomenon which Buddha don't cognize. Хотя Будда является вездесущим, и также нет таких феноменов, которые Будда бы не познавал. Thus way, there is no place Buddha don't cognize. Поэтому нет ни одного такого места, которое не познавал бы Будда. So thus way, everywhere Buddha mind is omnipresent everywhere, as it recognized. Поскольку ум Будды обладает всеведением, то он присутствует везде, вездесущий. So Buddha's mind and Buddha body, they became one entity. Wherever there is Buddha mind, there is a subtle energy body of Buddha also exists. Что касается ума Будды и тела Будды, то они стали единой сущностью, и поэтому везде, в тех местах, которые познает ум Будды, также присутствует и тонкое тело Будды. So manifestations of the Buddha depend on your faith also. А появление Будды также зависит от вашей веры. So thus way, wherever there is strong faith in Buddha, impossible Buddha don't appear in front of you. Поэтому везде, где есть сильная вера в Будду, невозможно, чтобы проявление Будды не возникло в этом месте. So thus way, Buddha is filled with the strong faith. Buddha in front of you, there's already have Buddha. Итак, сильной веры в то, что Будда уже присутствует перед вами, вы думаете, что Будда уже есть. Then that Buddha you don't see it. So in order to see this Buddha in future, so you are visualizing this, golden color Buddha like that. Но вы не видите этого Будду, и для того, It's чтобы already there, exists there. он там уже присутствует, Then you are visualizing the golden color of Buddha. чтобы его увидеть, далее вы визуализируете Будду золотистого цвета. Yes, да. Человек слепой. Рядом свой сын сидит. Руками трогает, не видит свой сын. Понятно, да? Он знает, сын здесь есть. Трогает, чувствует, сын есть. А потом он специально визуализация сын. Рядом его. Понятно, да? Хорошо, ясно, да? Хорошо. So like that, Buddha is in the front of you, already exists, but you don't see it from your eye. Then through mentally, Lama says, you visualize, so exactly how it exists there. Then this is the best object meditation. Second one is the best object meditation. You should take this one because it is very useful for developing faith also. Lama says. Итак, Лама Цонкапа говорит, что здесь, хотя своими глазами вы Будду не видите, но Будда перед вами уже присутствует, и поэтому вы визуализируете перед собой Будду в точно том виде, в каком он перед вами присутствует. И этот объект медитации, второй объект, является лучшим из этих двух, потому что он также помогает вам развить веру. When you visualize Buddha, Живой Buddha in the front of you, and when you feel that this is a Живой Buddha in front of you, and when there's strong faith, then concentration will be much easier. Итак, здесь вам нужно почувствовать, что перед вами присутствует живой Будда, и когда перед собой вы визуализируете живого Будду и также развиваете сильную веру, то сосредоточение развить будет намного легче. Слепой бабушка свой сын не видит, а просто она визуализация, это не так сильно. Понятно, да? Когда она руками трогает сын здесь есть, потом она визуализация, она ум не отвлекает, она чувствует, настоящий мой сын здесь. Понятно, да? Поэтому она могу концентрации отвлекать не буду там. Она могу сильно концентрации здесь буду. Хорошо, ясно, да? This is the main purpose. That's why second is a very powerful object meditation. В этом главная цель, и поэтому второй способ – это очень мощный объект медитации. Now, how to visualize such Buddha in your mind? Теперь, как вам визуализировать такого Будду в вашем уме? Are you interested? Вам интересно? Yes, да? So this is 100% pure teaching. You can even one word, you can without any doubt, you can believe it. Это на 100% чистое учение. Каждому слову вы можете верить без каких-либо сомнений. Yes, да? Because Lama Tsongkhapa himself developed Shamatha, himself developed Vipassana. Then all of love and compassion he wrote it. Потому что Лама Цонкапа сам развил шаматху, сам развил випассану, и далее из сострадания написал этот текст. Yes, да? Okay.
So Lama Tsongkhapa says, in order to visualize such a Buddha in front of you, first very important, to see the picture of the Buddha, or if you don't have picture, then listen carefully descriptions of Buddha and try to get image in your mind. Итак, Лама Цонкапа говорит, что для того, чтобы перед собой визуализировать такого Будду, очень важно иметь изображение Будды. А если нет изображения, то очень важно получить подробные инструкции о том, как выглядит Будда. Yes, so through description you can visualize Buddha in front of you, or through looking at the picture, then you can visualize terms as Buddha in front of you. Итак, вы можете перед собой визуализировать Будду на основе описаний, а также можете визуализировать Будду размером с большой палец на основе изображения, которое вы видите. So, in the terms of picture, что касается изображения, Lama Tsongkhapa was saying that you should familiarize with this picture again, look at this picture again, so that your mind became familiar with the image of Buddha. Итак, Лама Цонкапа говорит, что вам необходимо осваивать этот образ Будды снова и снова, и раз за разом смотреть на это изображение Будды, чтобы ваш ум привык к нему. So that's why very important have a photo of Buddha, golden color photo of Buddha, and every day look at it, visualize, close your eye, try to visualize like that, so that during the practice time you can actually marry it, So that's also at the beginning very good preparation, looking at the picture of Buddha. Итак, поэтому вам очень важно иметь такое изображение Будды, каждый день смотреть на него, затем закрывать глаза, стараться его визуализировать, и это будет очень полезно для накопления заслуг и также хорошей подготовкой к медитации. So more you familiarize with the picture of Buddha again, then later on when you close your eyes, meditate, you can get a picture of Buddha very fast. Если вы все больше и больше осваиваете образ Будды, когда смотрите на изображение и закрываете глаза и визуализируете, то затем во время медитации вам будет очень легко закрыть глаза и легко визуализировать перед собой Будду. So nowadays people have difficulty visualization. В наши дни у людей есть трудности с визуализацией. Because most time your knowledge, everything you base on the eye organ, you study it. Through visualization, very little you study it. Потому что в большинстве случаев вы получали знания, используя свои глаза, органы зрения. And most time television, this thing, through the vision, Чаще всего, например, во время просмотра телевизора, то есть с помощью зрения. When I was young, there's no TV. А когда я был маленьким, у нас не было телевизора. When I close eye, I can visualize much better. Then I was wondering why I can visualize much better than other nowadays. Затем, когда я закрывал глаза и старался визуализировать, то увидел, что достаточно легко могу все визуализировать, и подумал, а почему я так визуализирую легче, чем многие люди в наше время. Then I realized because when I was young, my father used to tell the story. И тогда я понял, что когда я был маленьким, когда мой отец рассказывал мне разные истории, I and group of people we stay, and father explained story in such way we get the picture of the place. Я с группой людей сидели и слушали, а отец с детьми, с другими детьми слушали эти истории, а отец рассказывал их таким образом, что вначале описывал то место, где происходили события. So mountain, green mountain, there's such and such flower, place like this and this. So they explain such way you can visualize the place very clearly. Так он говорил о том, что горы такие-то зеленые, росли такие-то красивые цветы, затем такая-то была долина. Все описывал, что очень легко можно было это визуализировать. So early time when people when they tell story, they tell the story in such way you can get the three-dimensional picture in your mind. А в прошлом, когда вот таким образом тибетцы рассказывали истории, то рассказывали их так, что у вас в уме легко появлялось трехмерное изображение. Now the story like this, he come, they say, then fight and finish. А сейчас истории рассказывают так, что вот он пришел, сказал то-то, они подрались и на этом закончили. Nice story, начала нету, ничего человека нету. Такой гора, такой деревья, такой лошадь, такой все это видит, понял, да? Потом один человек петь песни пришел, он такой радостный, да, прыгает, глазом видит. Это очень полезно визуализация. Понял, да, visualization. In this way, when we listen story and we develop a capacity to visualize in a such way, so that's way now TV is not interesting at all.
if you can visualize, it's so beautiful, you know. It's such a огромный, you know, this is a very big, you know, экран you can visualize. Когда not экран, so everything. Когда мы все это представляли, то это очень помогло развить такую способность к визуализации, и это несравнимо с теми телевизорами, которые у нас есть сейчас. Вы можете визуализировать нечто очень красивое с таким большим экраном. Yes, да? Okay. So that's where, in this way, when you hear the story like such a way, you develop potential visualization. Если вы таким образом слушаете истории, то развиваете свой потенциал к визуализации. Especially tantra practice, then deity, dakini, they dance, make offering, so everything you can visualize if you know how to visualize in such way. В особенности, если говорить о практике тантры, то когда вы думаете о божествах, о дакинях, о мандале, сейчас аргампадем, so это богини подношения дают. Когда вы такой истории 1, 2 раз, 3 раз слушаете, а потом аргампадем, вот этими все дакини подношения дают. Такое активно, понял, да? Такой красивый зал, you're in some other dimension. Вы уже оказываетесь в другом измерении. Да? Уже не Москва, понял, да? Не Москва, совсем другой вселенная, понял, да? Хорошо, ясно, да? Okay, so that's where visualization very, very important. You should know how to do it. That's why Samsara was saying that if you learn how to visualize, then practice of tantra will be more effective. Визуализация очень-очень важна, вам нужно этому научиться, и поэтому Лама Цонкапа говорит о том, что если вы умеете визуализировать, то практика тантры станет более эффективной. Более эффективной, ясно, да? Okay, okay. So, okay. And that's where then in future when you do retreat also, not retreat, you know, and the photo also like that. Sometimes 3, 4, 5 minutes look at it, you know, not 2, 3 minutes, just look at it. Also very good. Что касается изображения, то иногда просто смотрите на него 2-3 минуты. Это тоже очень важно. Try to, you know, if you look at it, you can develop conscious mind because our mind very much used to concentrate. When you see something, you can concentrate much better. Если вы так смотрите на изображение, то намного легче сможете развивать сосредоточение, потому что наш ум привык к тому, что мы на что-то смотрим, так это становится легче для нас. But then Lama Tsongkhapa says, through looking at the picture, you can't develop shamatha because shamatha should be developed through the mental image, not through eye organs. Что касается дальнейшего процесса, то Лама Цонкапа говорит, что вы не сможете развить шаматху, основываясь на зрительном образе, а то, что вам нужно, это необходим ментальный образ. At the beginning, as a training, look at it, 2-3 minutes look, and this thing doesn't matter. Then later on, try to get the image of it. Then through mental image, through mental concentration, then you can develop shamatha, not with the eye organs. Итак, вначале смотрите 2-3 минуты на изображение, и в этом не будет ничего неправильного, а затем позже уже старайтесь развить ментальный образ, и далее развивайте шаматху уже на основе ментального образа Будды. Yes, so that's where, as such thing mentioned in the textbook, that shamatha is object of mental consciousness, and then if you don't look at the picture at all, that's also mistake. Но если, с другой стороны, в других текстах говорится, что шаматха должна развиваться на объекте ментального сознания, если при этом вы вообще не смотрите на изображение, это будет другая ошибка. So 1-2 minutes look at it and try to cultivate. You are preparing. You are not saying because of this you develop shamatha. Then when you prepare it, then okay, don't look. Then be the medical meditation. So this way, spiritual master very important. 2-3 минуты вы смотрите на изображение, и вы не говорите, что в этот момент вы развиваете шаматху, а вы просто готовитесь, и затем, когда закончили эту подготовку, то уже начинаете визуализировать. So this way,